Серость, уныние. И это еще хорошая погода для наших краев. В марте вообще жизнь будет. Вот бы у меня был какой-нибудь друг безумный ученый, который мог бы переместить меня в другой мир. В теплый, в яркий мир. Просто какую-то параллельную вселенную. Ну да. Витебск. Киев. Ванта. Чего? Город Финляндии такой. О, привет, Настя. Инвин, я хочу, чтобы мы отправились в другую вселенную, чтобы отдохнуть. Внезапно. Просто я думаю, вместо постоянных опасных приключений мы могли бы, отдохнуть. Потому что в нашем мире мы нормально не отдохнем. Как мило, что ты о нас тоже подумала. Я тебя сейчас ударю. Так, ну хорошо, нам нужно отдохнуть. Но с чего это ты должна выбирать, куда именно мы отправимся? Да вы хоть знаете, сколько раз вы затаскивали меня в всякую хрень, когда я хотела заняться своими делами? Я заслуживаю компенсации. Справедливо. Но у меня есть хорошие новости. Какое-то время назад я смог сделать программу, которая на основе заданных параметров фильтрует вселенную и выдает ровно ту, которую надо. Так что ты можешь выбрать наиболее идеальный для тебя мир. Просто скажи мне параметры и... Можно я сама напишу все? Технически можно, но тебе нужно задать вообще все параметры. Типа, полностью описать вселенную. Потому что, если ты вдруг не опишешь какой-то аспект, который посчитаешь неважным, то он может быть совершенно не тем, каким ожидаешь. Не волнуйся, я уже лет 10 занимаюсь тем, что описываю вымышленные миры. Это точно смогу описать все во всех подробностях. Как скажешь. Тогда просто пойди к моему компу и в какой-нибудь текстовом файлике опиши все, что надо, и мы отправимся на отдых. А моего мнения не хотите спросить? Я там достану себе еду. Когда мы отправляемся? Я все. Блин, ты там каждое дерево описывала. Я описывала все подробно, как ты потребовал. Да ладно, все норм. Итак, если все будет нормально, то сейчас мы переместимся в мир, соответствующий заданным условиям. Настя, я надеюсь, ты же задала в условиях, что законы физики должны соответствовать нашей вселенной. Ладно, я угораю, мы не сможем переместиться в мир с другими законами физики. И погнали! Так, вроде все нормально. Настя, ты просто написала, что мир должен быть анимешным? Нет, я подробно все описала. Окей, ты подробно описала, что мир должен быть анимешным? Что? Я ничего против анимешности не имею. Давайте уже пойдем и займемся чем-нибудь. Я уже придумала, чем хочу заняться тут. Но давай тогда ты пойдешь заниматься, чем ты хотела, а мы с Никитой просто пройдемся. Только всегда будь на связи. Да, это понятно. Я наслышан о вкусном японском рисе. Он тут есть? Если мы в местной Японии, то да. Все-таки Настя не промах в описании миров. Никита. Да Что? У меня появились кое-какие подозрения. Что? Какие? Что либо Настя не описала политическую сторону этого мира, либо она тащится по японскому милитаризму. Товарищи, Твою же мать. я услышал, как по-необычному вы разговаривали. Так что разрешите поинтересоваться, откуда вы? Мы из Восточной Европы. Вы же знаете, что в этот район запрещено заходить европейцам, да? Понимаете ли, мы... Инвин, ты ему да... Инвин, какого хрена? Извини, адреналин просто вдарил. Что творится в этом мире? Очевидно, Настя не прописала политическое устройство мира, и поэтому нас закинула во вселенную, в которой в Японии военная диктатура. Эй, стоять!
Да. У нас тут на окраине двое странно одетых неопознанных людей, которые убежали, когда у них спросили, откуда они. И что? Наверное, опять деревенщины какие-нибудь. А они, видимо, русские. Русские! Глава безопасности префектуры доложил мне, что ему доложили о двух неопознанных людях на окраине города, и то, что, вероятно, они шпионы. Он приказал немедленно сдержать их, так что приступайте. Если они опять во что-то влипли, то пусть разбираются сами. Да, ответь. Она сбросила? Да, видимо, думает, что мы опять влипли в какую-то хрень. И вообще она права. Так, ладно, тогда нам нужно найти её. Хлам? Сам ты хлам. Да хлам, который устройство. Блин, надо было другую аббревиатуру придумать. У него какая-то хрень с батареей, поэтому нам нужно ждать, пока он, типа, перезарядится. Это где-то полчаса времени. За это время нам нужно найти Настю, чтобы мы вместе свалили. Только где мы собираемся искать ее в громадном японском городе? Ну, если бы ты был Настей, куда бы ты пошел, когда попал в анимешный город? Я В мэрию, думаю, чтобы пошел бы устроить поесть. переворот. Да, пошел бы есть. Они здесь! Офицер, вот они. Разрешите приступить к задержанию? Отставить! Я сам это сделаю. Ну, твари вы континентальные, железорусскую и японскую ответить? Вы задержаны. У вас, как вражеских шпионов, нет вообще никаких прав. Никому не двигаться! Отпустите нас, или вашему офицеру конец. Не смейте! Выстрелите ему в бошку, придурки! Или за что я вам плачу? Кому-то платят? Мне уже месяц зарплату задерживают. Месяц? Я полгода уже денег не видел. У нас сейчас проблемы с бюджетом. Вы видели, в каком дворце министр живет? Какие проблемы с бюджетом? Конкретно у нашего Как-то подозрительно, когда нам начали задерживать зарплату, у вас появился новый автомобиль. Это не ваш. Так, готовьтесь открыть огонь на поражение. Да вы долбоёб! Вы... Ах, предатели! Я вас всех по трибунал пущу! А шпионом пусть лично займется кто-то выше. Вы... Как вы меня... Настя, у нас серьезная проблема. Ты, когда писал условия мира, прописал его политическое устройство? Что? Нет, конечно. Кто вообще прописывает политику в анимешном мире? Не двигаться. Вы имеете право... Никакого, у вас нет прав на территории Империи. Товарищ солдат... О, смотрите, что это там сзади? Ты серьезно? Мы где, в комедии, чтобы ты мог так просто... Что? Что за хренотень вы там уже натворили? Из-за того, что ты не прописала политику в этом мире, нас закинул в мир, где у власти отбитые националисты. И теперь они думают, что мы русские шпионы, видимо, и поэтому нас разыскивают. Я просто не думала, что политику надо. Делать-то нам что? Мы пока не можем свалить к себе, потому что хламу нужно время на перезарядку. Нужно ждать еще минут 20. Так что нужно затеряться где-то. О, затеряться? А какое лучшее место для того, чтобы затеряться в анимешном мире? Лига Школа. фестиваль. Нам стоит потренироваться давать одинаковые ответы. Школа. Нам нужно затеряться в толпе в анимешной школе. Все равно все привыкли к тому, что там бродят какие-то сумасшедшие. Сэр, шпионы смогли скрыться, и, видимо, их трое, двое мужчин и одна девушка. Ладно, я лично займусь этим. Пусть наши солдаты в штатском обнаружат их и доложат без лишнего шума. Я сам задержу их. Действовать будем по ситуации. Есть, сэр. Я смотрю, вот школу в этом мире ты прям подробно описала. Заткнись. А вам не кажется, что мы выглядим слегка... специфично? Да ученики тут только и заняты, что выяснением межличностных отношений и построением персональных повседневок. Да нас вообще никакого дела нет. Мы не слишком выделяемся. Ну, вернее, я с Никитой не слишком выделяемся. На что ты намекаешь? Прием, мы нашли их. Они в старшей школе имени Хидэки Тодзю. Отлично, доложите об этом солдатам. Пусть врываются и прижмут их к стенке. После я их задержу. Сэр, есть проблема.
Там куча несовершеннолетних мирных граждан. А проблема-то какая? Прием, они в старшей школе Тодзио. Приступайте к задержанию. Нет, я понимаю, что ты типа ученый и все такое, но ты хотя бы зимой что-то другое надевал, ей-богу. Лабораторные халаты стильные. К тому же зря, что ли, здесь я так покупал. Стоять на Ох, твою мать! Как они... Я не знаю! Так, нам срочно надо... Вот вы и попались. За вас мне дадут серьезное повышение. Ладно, это было странно. Так. Кого я вижу? Действительно, выглядите как вылитые шпионы. Вам хотя бы одежду подобающую выдали, что ли? Я думаю, между нами возникло недопонимание. Мы... Раньше надо было это говорить. Молчать! На территории Империи Восходящего Солнца у таких крыс, как вы, нет никаких прав. Особенно учитывая то, сколько местных законов вы нарушили. Вам место в тюрьме, а не в наших мирных улицах и школах, которые вы разворотили до неузнаваемости. Но ведь... А мне за вашу поимку дадут повышение с главы безопасности префектуры, да, не знаю, может даже до кого-нибудь на верхушке армии или вообще до советника. Так что искренне вас благодарю. А теперь, без вашего разрешения, я официально вас задержу... Что? Что ж, сегодня мы выучили кое-какой важный урок. Я Надо больше не продумывать буду на политические кухне, стороны ради миров. отдыха. Не, серьезно, нам надо завязывать так делать. В такие моменты мы всегда говорим разное. Давайте просто вернемся домой. Куда мы вообще переместились за километр от дома? Лучше буду в нашем мире отдыхать. Завтра к брату своему скажу, у него точно такой хренотни не будет. У тебя есть брат? Никита, она вчера о нем рассказывала. Озвучено проектом Григу Гейнг в 2025 году для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Что прикажете делать, сэр? Оформите отчет о всем произошедшем. И кадры с камер видеонаблюдения в городе прикрепите. Начальство без доказательств такой бред не поверит. Сэр, Вы из службы безопасности? Да-да, знаю, я уволен. мы не по поводу этого. Не могли бы вы описать тех, кого вы пытались задержать? И конкретно, известно ли вам, откуда они?